Всем привет! Сегодня хочу вместе с вами в очередной раз испечь дрожжевые пирожки, в начинку которых входит куриная печень и грудка. Тесто в этом рецепте невероятно мягкое, ароматное. Аромат теста создаст 1 чайная ложка душистой приправы для пиццы. 350 мл теплой воды. 200 грамм йогурта, жирность 3,5%, 20 мл оливкового масла, 15 грамм сахара, чайная ложка с верхом соли. Все хорошо перемешиваю. Добавляю 42 грамма сырых дрожжей. Кусочки дрожжей растворились. Теперь добавляю муку. 650 грамм. Муку заранее просеяла. Для жарки пирожков я использую тип муки под номером 550. Тесто готово, я его вымешивала около 5 минут. Посмотрите, получилось оно очень мягкое, тесто слегка липнущее. Таким оно и должно быть. Тесту нужно будет дать хорошенько расстояться. Приготовленное тесто перекладываю в чистую чашу. Чашу смазала растительным маслом. Тесто накрываю крышкой и отправляю в теплое место на подъем. Пока тесто поднимается, приготовим начинку. Нарезаю 200 грамм репчатого лука. Овощи мелко резать не нужно, так как я их буду обжаривать. И для того, чтобы подчеркнуть вкус печени, нам нужно будет добавить 2 зубчика чеснока. Чесночок нарезаю пластиночками. 2 моркови натираю на крупной терке. 350 грамм куриной грудки нарезаю полосочками. Куриную печень в количестве 950 грамм нарезать не буду, буду обжаривать целиком. В разогретую сковороду добавляю небольшое количество оливкового масла. Для жарки начинки можно использовать любое другое масло, которое у вас есть, подсолнечное, рапсовое. Добавляю репчатый лук. Лучок нужно будет хорошенько обжарить. Как только лучок подзолотился, добавляем чеснок. Отправляю натертую морковь. Моркови обжарится где-то около 5 минут. Добавляю порезанную куриную грудку. Куриную грудку с овощами буду обжаривать где-то около 10 минут. Добавляю куриную печень. Печенку предварительно вымочила в воде. Куриная печень по составу нежная, она готовится очень быстро. Буквально 20 минут, и она готова. Печень по вкусу перчу, солю. Приготовленную начинку нужно будет прокрутить через мясорубку. Я использую среднюю насадку. В мясную начинку добавляю 20 мл растопленного сливочного масла. Еще немножечко нужно будет поперчить. Присаливаю.
Если вы при жарке достаточно добавили соли и перца, то тогда солить и перчить не нужно. Начинка готова, тесто подошло, начинаем лепить пирожки. Тесто получилось очень воздушное, живое. Раскатываю пласт. Стаканом вырезаю кружки. Каждый кусочек теста раскатываю в пласт и формирую пирожки. На середину лепешки выкладываю начинку и защипываю края. Пирожки буду выпекать в заранее разогретом масле. Масло разогреваю на умеренной температуре. Пирожки обжариваю в большом количестве подсолнечного масла. Жарю сначала на одной стороне до подрумянивания, а потом переворачиваю на другую. Несколько раз при обжаривании пирожочки не рекомендую переворачивать. Они тогда напитывают в себя много жира. На одной стороне пирожок обжаривала где-то около 3 минут. Переворачиваю на другую. Посмотрите, какие они румяные, воздушные. Сегодня у меня получится 3 хороших сковородочки пирожочков. Вот такие румяные пирожки у нас получились. Сейчас возьму отлежавшийся пирожок. Они настолько нежные, что просто тают во рту. Помимо всего прочего, они еще и полезные, потому что приготовлены из печени. Рекомендую приготовить. Я уверена, что вы останетесь довольны этим вкусом. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.